Про рыцарей. Началось все с флага. Сначала я увидела флаг в отеле Ирис. Флаг Швейцарии, как мне показалось. Но этот флаг очень сильно напоминал флаг госпитальеров или тамплиеров. Я пыталась найти по Google картинкам, чей это флаг, или по Википедии, и ничего у меня не получилось. Не могла я однозначного ответа найти. Нашла такую цитату, что флаг Швейцарии, кантона Швиз, это тот же флаг тамплиеров. Белый крест на красном фоне. Так я решила, что, наверное, в отеле висел флаг тамплиеров. Хотя Родос — остров госпитальеров, мы знаем. Что еще? И в Википедии тоже было, что там черный крест на белом фоне или белый крест на черном фоне. Я нашла 3 версии по поводу черного. Черный фон и белый крест или черный крест на белом фоне — это госпитальерский флаг. Потом также это флаг рыцарей Тевтонского ордена. Про тевтонцев тоже пишут, что они отделились от госпитальеров. Вот, потом 3-я версия, что в черные одежды одевались оруженосцы. То есть рыцари надевали белые, а оруженосцы вроде как не могли одевать белые, и поэтому, не то, что они не могли, не положено им было надевать белые, надевали черные. Так, это значит с флагами. С флагами, я более-менее, допустим, разобралась. Хорошо. Были еще в отеле висели флаги евросоюзные, английский, итальянский, русский, но не было флага Франции. И я погуглила, и теперь я знаю, что Франция пыталась, сжигала тамплиеров так, как никакая другая страна. И что тамплиеры в основном базировались на Кипре. Вернее, большая часть была на Кипре, но также было много и во Франции, и в других странах Европы. Но вот во Франции их Филипп IV Красивый, он их прям пытал, сжигал, мучил и всячески инквизировал. Король Франции и папа римский Климент V, они их уничтожали, потому что этот Филипп IV Красивый, он задолжал денег тамплиерам. И чтобы не возвращать ни из народного кармана и ни из своего кармана, он решил просто уничтожить тех, кому он был должен. Кому должен, всем прощаю. Но все время, когда я пыталась что-то найти про рыцарей, я всегда упиралась в масонов. И вот, значит, очередной раз про Францию. Масоны до сих пор проклинают Францию при каждом удобном случае. Дальше, значит, цитата. Так, ритуал приема в степень рыцаря Кадош. Кадош по-древнееврейски означает святой. Франкмасонство шотландского обряда. И по сей день включает в себя непременное произнесение кандидатам на прием проклятий в адрес виновников разгрома средневекового ордена рыцарей Христа и храма Соломонова. То есть они проклинают папу римского Климента V и короля Франции Филиппа IV Красивого. При посвящении в высший градус этой системы кандидатам до сих пор демонстрируется скелет, держащий в левой руке белое с красным крестом или черно-белое тамплиерское знамя. Да, знамя еще у тамплиеров, как шахматная доска. Это символизирует. Одни люди говорят, что это символизирует, что тамплиеры такие все безнравственные, и для них черное то же самое, что белое, добро то же самое, что зло. А другие люди говорят о том, что это символизирует то, что, радость всегда ходит рядом с печалью, и, в общем, одного нет без другого. Вот, демонстрируется скелет, держащий в левой руке белое с красным крестом или черно-белое тамплиерское знамя, а в правой обнаженный кинжал. Их девиз «Никама», что означает на древнееврейском языке «месть». Месть алтарю и престолу за разгром ордена храма. По поводу Родоса и госпитальеров. Я нашла несколько версий, как они попали на этот Родос. Самая первая версия, с которой я начала, собственно, гуглить, и лирическое отступление, каждый автор, какого я находила, он просто из последних сил, даже как-то совершенно безапелляционно, он утверждал, что у него самые верные данные, и что именно так все и было. И что вроде бы все остальные это все вруны и фантазеры. А вот только этот автор точно знает. И так каждого, кого я не возьму, каждый за свою версию прям бился на документах, на цитатах, на авторитетах исторических, в общем.
Я не поняла. Я не нашла единого никакого варианта. Ну вот, значит, несколько вариантов, как госпитальеры попали на Родос. Одни пишут, что госпитальеры купили Родос у генуэзцев. Другие пишут, что госпитальеры 2 года осаждали Родос перед тем, как захватили его и поселились там. А сначала госпитальеры якобы поехали вместе с тамплиерами из Святой Земли на Кипр и жили там, пока не переехали на Родос. Но самая первая версия была о том, ну как бы я думала, я по-быстрому погуглю, что там с рыцарями, и все. Но не тут-то было. Но вот самая первая версия была, что из Святой Земли уехали рыцари-тамплиеры на Кипр. И в пути они поругались с частью своих коллег. И эти коллеги отделились от тамплиеров, сказали, мы будем называться госпитальеры и будем жить на Родосе. В общем, это туфта несусветная, потому что разные другие авторы говорят, ну как-то, посложнее все было. Ну, вот это, значит, первая версия, да. Значит, первая версия они купили, вторая версия они осаждали, отбивали и захватили Родос. И, значит, версия образования госпитальеров такой: либо госпитальеры выделились из тамплиеров, либо тамплиеры выделились из госпитальеров, либо это были 2 параллельных независимых ордена. Причем один из них какой-то прям очень древний, а второй чуть менее древний. Первоначально рыцари оказались на Святой Земле во время первого крестового похода. Про госпитальеров пишут. Военно-духовный рыцарский орден святого Иоанна Иерусалимского был реорганизован из бывшего купеческого братства, которое еще до начала крестовых походов построило в Иерусалиме монастырь и госпиталь для лечения паломников. Ну вот госпитальеры занимались тем, что они помогали паломникам, лечили их, помогали беднякам. Но все рыцари этого ордена должны были отдать все свое имущество, соответственно, ордену. Потом, когда стали приезжать паломники, их потребовалось не только лечить, но и охранять. И вот к этой версии некоторые авторы склоняются, что из госпитальеров самые боевые выделились и назвались тамплиерами и стали охранять паломников по пути в Иерусалим. И, значит, таким образом появились тамплиеры, одна из версий. Потом другая версия. Версия про белого монаха. Еще одна тоже цитата нагуглилась. Был еще один человек, монах, выходец Афона, посвященный в святая святых знания тайны Грааля. В Европе на Востоке в определенных элитных кругах его знали под именем Белый монах. Именно им были созданы 2 мощные организации, которые активно противостояли злу во всех его проявлениях, как в тайном, так и в явном, и благодаря которым рухнули значимые в то время опоры архонтов. Одной из этих организаций был орден тамплиеров. Другой, может быть, был орден госпитальеров, но это мне неизвестно. В цитате этого не было, но это я тогда мыслила. Другая версия, более ранняя, что тамплиеры вышли из приората Сиона. И в Википедии про приорат Сиона пишут, что он восходит к ордену, основанному Годфруа VI, прозванному набожным герцогом Бульонским в Иерусалиме в 1099 году и признанному в 1100 году. Вот. В 1291 году крестоносцев изгнали из Палестины. Изгнал их египетский султан Халил аль-Ашраф. Тамплиеры переключились на ростовщичество и торговлю, накопили значительные ценности и оказались в сложных имущественных отношениях с королями европейских государств и папой, как обтекаемо говорит нам Википедия. И также пишут, из тамплиеров выросли иллюминаты, про которых любит говорить Дэн Браун, масоны и швейцарская банковская система. Про иллюминатов я даже не пыталась гуглить. Ну так вот, из тамплиеров выросла швейцарская банковская система. Ну, конечно, наверное, все знают, кроме меня. А я вот только что догуглилась о том, что на самом деле деньги в оборот в Европе, в активный оборот, запустили тамплиеры. До этого все обменивались натурпродуктом. Ты мне молочко, я тебе яйца. Ну и так. Ну вот, а тамплиеры такие: а зачем мне твои яйца? Давай мне лучше денег, а я куплю себе стрижку у парикмахера, модную. Рыцари, тамплиеры собирались идти в Святую Землю. Они оставляли
какому-нибудь уважаемому тамплиеру денег. Уважаемый тамплиер писал им бумажечку, расписку, что вот эти уважаемые доны оставили мне 1 000 000 монет, по приезде выдайте им, пожалуй, 100. Они приезжали в Иерусалим, давали эту бумажечку другому уважаемому тамплиеру. Другой уважаемый тамплиер смотрел, выдать монет от другого уважаемого тамплиера, записочка, и выдавал. Вот так появились чеки денежные. Ну и швейцарская банковская система, видимо, тоже появилась примерно так. Да, некоторые утверждают, что масоны – это наследники тамплиеров, а госпитальеры основали Мальтийский орден. Причем про госпитальеров и Мальтийский орден расхождений, сомнений ни у кого нет. Все четко, все-таки да. Госпитальеры уехали на Мальту после Родоса и основали Мальтийский орден. А уехали они почему? Потому что Османская империя и этот султан какой-то великолепный, в общем, я забыла его имя, он их вытеснил из Родоса. А он их осаждал, и потом все-таки они решили по-мирному договориться. Он дал коридор всем желающим уйти, и они все ушли, все, кто хотел, с Родоса. И они уехали на Мальту, и на Мальте основали Мальтийский орден. И про госпитальеров пишут, что они четко все католики, а вот тамплиеры, которые как бы основали масонство, но факт тот, что масоны как-то не очень сильно себя связывают с тамплиерами. Но очень многие источники говорят, что тамплиеры, они как бы послужили основанием для масонов. Потом еще была такая цитата про шотландских масонов и шотландских тамплиеров. Цитата. «Вернемся в Шотландию. После битвы при Баннокберне было основано тайное командорство ордена храма Геродом, Килвининг, по-английски Хередом, Килвининг, лежащее в основе современного шотландского обряда франкмасонства. Но входившие в него тамплиеры, опасаясь новых преследований, осуществляли свою деятельность под прикрытием ширмы ордена вольных каменщиков». То есть цитата говорит нам, что в Шотландии тоже прятались тамплиеры под видом масонов. Значит, про госпитальеров, которые Мальтийский орден, про них пишут, что они строго все католики, а тамплиеры, масоны, они допускают принадлежность своих членов к любой религии. Масоны требуют от кандидата только, чтобы он был свободен и добрых нравов. А также кандидатам должны быть даны 2 простых ответа «да» на вопросы о вере в Бога и бессмертии души. Ответы «нет» и «не знаю» не принимаются. Вступить в объединение свободных каменщиков людям, дающим ответы «нет» и «не знаю» о вере в Бога и бессмертии души, нельзя. Это информация с сайта Mason.ru. Некоторые пишут, что тамплиеры и госпитальеры, они враждуют, потому что тамплиеры не могут простить госпитальерам, что после того, как тамплиеров раскулачил Филипп IV Красивый, он отдал все земли и деньги тамплиеров госпитальерам. Но также в некоторых источниках пишут, что этот же Филипп Красивый потом выкатил госпитальерам штраф, в оплату которых забрал обратно все деньги и все земли. Но это непонятно, потому что некоторые все-таки пишут, что у госпитальеров что-то там осталось. Другая, значит, цитата. Вот когда этот Красивый уничтожал тамплиеров, сажал в тюрьмы. В тюрьмы сажал простых, сжигал таких магистров, более значимых. Так вот, цитата. Позднее простых членов ордена тамплиеров из тюрьмы выпустили, и некоторым даже стали платить пенсии. При этом обязанность содержания бывших тамплиеров возлагалась на тех, кому перешло их имущество, что, в общем-то, логично, то есть на госпитальеров. Однако, из-за того, что суммы были слишком большими, через некоторое время пенсии перестали выплачивать. Сейчас. Да, совсем уже, знаете, это запредельная бредятина. Так я все равно озвучу запредельную бредятину. Про масонов. Почему-то про масонов пишут, что какое-то это что-то неофициальное. Это не Википедия, это не Mason.ru, это что-то кто-то где-то прокомментировал. По
посвящение в масонство на первой стадии требует посвящения в госпитальеры, потом в тамплиеры, а потом степень мастера. Но официально Википедия, конечно, говорит о 3 стадиях. Ученик, подмастерье и мастер. Ни в какие рыцари посвящать перед этим не требуется. Ну вот, значит, есть такая мулька. И потом еще тоже, как где-то я там вычитала, что госпитальеры с тамплиерами, они не то чтобы... Ну, может быть, они и враждуют, но если госпитальер захочет перейти в орден тамплиеров, или тамплиер захочет перейти в госпитальеры, их переделают, перекрестят или что там, перепринесут присягу. То есть они могут рокировочку осуществлять. Так, про масонов все, да? Ну да, и там, значит, в Википедии еще пишут обвинение французской инквизиции против тамплиеров. Ну то, что этот Филипп IV красивый с папой Климентом придумали. Ну, значит, самое первое обвинение: священники ордена тамплиеров не освящали святых даров и искажали формулу мессы. И они поклонялись некоему коту, который иногда являлся им на собраниях. Там еще много других разных обвинений. Про кота это особенно удивительно. То есть к тамплиерам иногда приходил кот. Спал, потом оба проснулся. Мужики какие-то. Схожу, посмотрю, как дела идут. Мужики, конечно, его там почешут, молочка нальют. Он посидит с ними и обратно уйдет. И кто-то, видимо, под пытками сказал, что кот к нам приходил. И все. Теперь всех на костер за кота. Это очень несправедливо. Последний, наверное, вопрос. Чем сейчас занимаются рыцари? И существуют ли они сейчас? Ну, пишут, что существуют. Ну, объединение рыцарей в наши дни больше напоминает клуб по интересам, но люди увлечены серьезно. Например, Брейвик стрелял в людей и утверждал, что он тамплиер. Также некоторые пишут, что эти госпитальеры-тамплиеры, они то ли дружат с масонами, то ли состоят в рядах масонов, а еще что они все... Это совсем бред. Что они все рептилоиды и приехали с какой-то там планеты, чтобы нас поработить. Наверное, на этом и закончу. Больше я ничего не нарыл. Да, наверное, так.